В нынешней доте ты не хочешь 10 минут стоять на одной линии. Но это самые базы. Не потерять и не сдохнуть на ФБ. Если мы хотим апнуть Пэтисы, а Пэтисы мы хотим апнуть. Молнии на этом герое говнище. Всем привет, ребят! Это мини-гайд на первую позицию. Если мы говорим именно на ком лучше всего побеждать, то очевидно на героях 1х9. То есть на закрывающих, на жадных, которые имеют Win Condition. Опять же, все зависит сугубо от драфта. То есть, например, если у тебя в миду Ланая, Лина, не знаю, Снайпер, то очевидно, ну или Хускар даже какой-то, тогда очевидно набрать более агрессивного кэрри, потому что играть в два жадных кора, ну, самоубийство можно сделать, осуждаю. Поэтому ты берешь там агрессивного кэрри, который контестит линию, он не хочет фармить свою тройку, он хочет на забил выходить, просто забивыч. Да? А если, например, представим казуально у нас мидер, там, Primal, Пангалер, то есть герои, которые возьмут рунку и побегут на сайт, гангать, там, паки, штормы, ну, пак это более литовый, то есть герои, которые хотят бежать на сайт и гангать, то с ними, конечно, хочется жадюгу брать, с Win Condition, там, ну, опять же, как я говорил, там, Луна, Медуза, Свен, что угодно. Что лучше из этого? Как я до этого сказал, то что если мы хотим апнуть Пэтисы, а Пэтисы мы хотим апнуть, я люблю рейтинги, то мы, конечно же, берем Win Condition и жадных кэрри, чтобы в соло выиграть 1х9. По-другому никак. Но если мы спейсер и мы хотим на забивыч, то мы берем просто героев забивных. И, соответственно, опять же, в паблике не обязательно, чтобы у тебя в миду был какой-то жадный герой, который фармил, потому что можно выиграть все 3 сайда и просто бежать во врагов, и забирать у врагов эншей, у вражеский фарм. И этого будет достаточно, чтобы победить. В первую очередь ты смотришь на пики врагов, чтобы понимать, что, ну, что тебе комфортно. Потом ты смотришь на своих героев и начинаешь анализировать, да. То есть, например, если я отсосу линию, но у меня возьму такого героя, который будет синергировать с моей командой, да, с командными героями, то этого достаточно будет, чтобы победить. Если я, например, понимаю, что если я не закрою линию в этой игре, я возьму просто там героя, чтобы по фарме там или Win Condition быть, то я могу понимать, что это может быть плохо закончится. Я бы не сказал, что это отдельно, это все в совокупности. То есть пики врага, пики своей команды. То есть ни выше, ни ниже, это все равносильно очень важно. Что то, что другое. Самое лучшее, ну, пусть в этом патче, в этой мете это будет Свен, имба. Есть встроенный клиф на линии, не сказал бы, что суперсильный, просто ок. Можешь практически любую линию в дроу отстоять там, если надо сальваси доносить. Второй герой пусть будет Луна. Примерно то же самое, на линии также хорош. Супер быстро фармит, имеет простой Win Condition. Пусть будет в данной мете ТБ, его очень сильно апнули в последнем патче. Очень сильный на линии, очень легко с ним играть по макро в игре. И легко задилеить любую игру. Очень сильно хорош морф, очень сильная линия, тяжело выгнать, имеет почти 90% кэрри легкий Win Condition, не считая каких-нибудь антимагов, ИПЛов, и то в это все очень легко играть, если у тебя хорошие тимфайт герои или сильные сайды. Это я 4 уже назвал, и пусть 5 будет. Это с моей повки, это алхимик. Я считаю, это тоже очень сильный герой. Любую линию может отстоять, вне зависимости от сапов, уйти в лес и быть огромным, и выиграть игру. Так, ну универсальный закуп какой у нас? Наверное, самый универсальный закуп – это 2 закупа. Ну, мы в первую очередь говорим про мили героев, да. То есть база из баз – это просто 3 танга, 2 ветки, топор, ферик и стик. Что мы имеем с этим закупом? У нас остается еще 45 голды сверху. Мы можем себе донести салю, если, например, сложные линии, там какой-нибудь кентавр, ресы могут выбить. Либо мы можем принести себе быстрый сапог, слэш там Belt of Strength, слэш Band, то есть такой переходной просто айтем, чтобы либо помогать там с 4, либо просто кэситься. Второй закуп у нас такой же универсальный, который сейчас почти все, ну, 70-80% игр делается. Это цирклетка, стик, ветка, 3 танга и топор. Что это за закуп? Ну, в большинстве случаев ты хочешь выходить либо в Rise Band, либо в Брейсер. То есть ты выходишь в одной из двух из этих штучек, прекрасненьких наших. Переходной айтем на линии, просто чтобы иметь сустейн на линии,
Ну и трейдится более-менее. То есть такие приятные переходные шмотки. Если, например, мы просто вставляем цирклетку и, например, то же самое делаем, как когда это говорил, либо сапог берем, либо бенд, либо Belt of Strange, выходим в ПТ, то, например, на 25-й минуте, если, например, ну, у нас вот в стэше осталась, да, вот такая вот штучка прекрасная под названием цирклетка, мы можем на 25-й грейнануть в райсбенге и продать обосранный стик, который на 25-й минуте как бы ок, ну, например, в моноберн, там, в пангольера, в диффуз, там, в антимагов, да, но в большинстве случаев он нафиг не нужен, и ты такой, а у меня цирклеточка, за 350 голды я получаю двойной в райсбенг на 25-й, а стик мне не нужен, и вот у тебя уже такой, ну, адекватный айтем, чтобы расценить как такой небольшое преимущество над вражеским кором. На стрэнжевиках есть такие вот закупы через гантели, то есть это тот же самый закуп, как через циклетку, ветку тританга и топор со стиками, только через гантели. Вот. Но это самые базы, да, скажем. И не сдохнуть на ФБ. Ну а если по-русски, то просто, чтобы тебе перед линией не разбили лицо, чтобы ты как-то не пришел на линию без ресов уже. Не сдохнуть на ФБ флейнеру, там, это все очень сильно роляет на ауткам с линии. Если тебе надо срубить ветки, идешь рубить в какого-то там тимбера, худвинга, это все очень сильно упрощает линии в таких героев. Наверное, самое главное — это с кимпами там не обосраться, чтобы все было ок. Ну, с бигом и со смолом, если именно говорить. И по ресам главное не просесть. Чтобы не было такой ситуации, что ты стоишь там без ресов, и ты не можешь к воеву подойти. Это самое ужасное, что может произойти. То есть лучше где-то не жадничать, чуть-чуть сыграть, скажем так, на лейн ауткам, донести себе лишние 3 танга или сальву, но зато если тебя там пробьют, у тебя будут ресы, ты получаешь экспу, голду, как бы, это достаточно. Ну, какие у нас ситуации есть, чтобы уйти в лес? То есть, например, если вражеский флейнер слишком сильный, ты не можешь стоять, да? То есть, зачем ему умирать, если я могу пойти бить 3 кимпа в минуту под манорегенным или мано-хп лесом, и этого будет достаточно, да, чтобы выиграть игру, например. Или, не проиграть ее слишком сильно. Это, например, зачастую, да, вайпер какой-нибудь, да, там 5-й левел, ты такой, все, не могу контестить это говно, у меня парни там другие сайды прешерят, например, мид или харду, и ты такой, окей, в лес иду, зачем мне контестить? Какой-нибудь брюмастер 6-го левела, да, ты не хочешь ему умирать, или от дума умирать 6-го левела, и ты просто... опять же, ты либо колешь смог под себя, парни, на меня сейчас чел хочет нажать ульт, го его там, не знаю, либо меня разменяем, чтобы я дальше мог ставить линию. Это если, например, ты контест-герой. А если ты фармила, то просто уходишь в лес, если чувствуешь, что ты можешь фидить пока. Да. То есть, например, если ты умрешь там, да, один раз за деф вышки, например, это не просто деф вышки, чтобы задефить, а это на долгой дистанции. Если ты задефишь вышку, ты один свою в сейф-линии, то враги из-за этого будут меньше фармить, будут сильнее зажиматься, а ты из-за этого сможешь более раскрепощенно играть. Тогда есть смысл там, да, умереть за деф-тауэр или задефить кату. Но в большинстве случаев, если мы про паблик опять же говорим, то просто играешь на свой фарм, чувствуешь, что можешь умереть, отходишь, бьешь лес. Понимаешь, что не можешь умереть, или, например, уже понимаешь, где примерно враги находятся, заранее можешь заколить ТПшки, либо смог под себя, и выходишь на линию, на тебя нападают, ты убиваешь, типа такого. В большинстве случаев суппорты под 5-ю минуту могут уйти в гейт, атаковать вражеского кэрри под кату, под Siege Wave. И также суппорт может уйти в моменте на 4-ю Water руну, и в 90% случаев твой суппорт уйдет на 6-ю активку. Потому что сейчас все вокруг активок играют. У какого мидера активка, тот и король. То есть он идет, что угодно может сделать, загангать, забрать вражеские стаки, что угодно. Поэтому и активку контролят. С какой минуты может кэрри 1 стоять, опять же, зависит все супер сильно от героев. Если у меня есть если я Луна или Свен, зачем мне ставить линию? Я впушил пачку, зафармил средний, запулил смол, впушил пачку ко мне, которая по тару пришла, стакнул себе там еще один смол или стакнул еще какой-то кем. Бью лес просто, да. Если, например, контест, то есть это может с 5-й минуты, с 6-й минуты происходить, там, например, с левела 5-го Свена. Если, например, мы говорим про контест героев Monkey King'ов, ты типа, сейчас в нынешней доте ты не хочешь 10 минут стоять на одной линии.
Это нереалистично. В нормальной игре к тебе придут либо вражеские герои, либо ты сам хочешь зайти в гейт, либо ты пойдешь на сабмит, либо законтролить активку. То есть ты хочешь активно играть, ты не хочешь стоять АФК. Это слишком... Это, даже дело не в том, что насколько это эффективно, это просто скучно, это неинтересно. Но самое обузное, что это когда выходят первые вейвы, и ты должен первого крипа в большинстве случаев выпускать. Ну, то есть ты блочишь вейв, если ты за дайр, и выпускаешь одного крипа, и дальше брочишь 3. Если ты за рейдинг, вейв подходит Т1 или там на середине Т1, и ты блочишь 3 крипов, и первого крипа сразу выпускаешь. Это делается для того, чтобы enemy hardlaner не мог сразу заагрить 3 крипов, и когда он заагрит 3 крипов, у тебя могут крипы сразу же по тауру идти заагриться на ренжа. И у тебя ломается твоя линия, и ты из-за этого, типа, во врага пушишь линию, ему кайфово там в некоторых матчапах, и ты, получается, выпускаешь одного крипа, либо можешь двух, да, то есть потные оффлейнеры выпускают тоже одного крипа, и ты, например, можешь двух выпускать. Ну, короче, такие, типа, микрофишки делаешь, и как бы это делается для того, чтобы тебе было комфортно ставить линию. То есть ты стоишь по таурам, армор, хп реген, качаешься, кайфуешь, да, типа такой. Но я не сказал бы, что сломать, именно сломать такого нету. То есть ты можешь запулить смол на 2 крипов. Для чего сделать? Чтобы линия, например, на тебя тянулась, либо чтобы ты под тауром все зафармил, а 2 крипа там сдохнут на смол кемпе, и если вражеская 4 не получит за это экспу, им совсем будет грустно. То есть ты по XP их обжираешь. Загреть, если, например, ты хочешь, видишь, что у тебя, например, засакался дабл вейв, пушишь пачку, на врага идет двойной вейв, там еще 3-й вейв бежит, ты по Т1 можешь все динать или там райт-кликать челов, там, ну, всякой фигней заниматься, полтауэра сломать с тройным вейвом, то есть, ну, именно так сломать. Ну, а если прям сложная линия, ты можешь, типа, какой-нибудь нагой там или пойти, да, за Т1 выводить пачки, либо у Т1 там как-то пробежать ночью, у вражеского Т1, да, выводить пачки, например, чтобы убить Siege Wave против какого-нибудь Тимбера, Драгонайта. Ты убиваешь Siege Wave, чтобы он не снес пол тебе тавера. Ну, то есть, наверное, только так вот можно сломать. Что, начнем, не знаю, просто покажу игру из паблика. Ну, достаточно простая была игра, но по некоторым причинам она была сложной, но в целом это не суть. Здесь я буду на гирокоптере. В целом, что здесь? Ну, самое очевидное, да, можно просто, вот ты забираешь вейвы здесь, ну и самое сладкое, то есть там свены, алхимики, гирокоптеры, такие вот герои, да, которые могут себе что-то стакнуть, с кайфом зафармить. В целом, ну, алхимики, всякие гирокоптеры, но обожают вот эти 2 кемпа, то есть вот эти 2 спота, но это просто, это самое райское наслаждение. То есть ты можешь подагрить, дать один нюк, да, и все это вместе свести фармить. Ну, какой-нибудь Мерти, да. С этого кемпа просто стрельнуть кьюшку и попасть по всем крипам. То есть отсюда стрельнуть, ты попадаешь по всем крипам. И как бы это все качаешь. Ты можешь и супера накачать, как вот в этой игре. Ну, опять же, если есть топор, можно срубить ветку и себе просто нон-стоп стакать вот этот кемп. Это просто нереально. Ну, здесь то же самое можно делать. То есть просто вот это стакать себе. Запушил линию, например, или там где-то линия здесь стоит, стакнул кемп, потерял здесь одного крипа, а у тебя стакнутый кемп. Ну, шоколадно же. Просто качаешь эти 2 кемпа, пушишь линию на таких героях. Ну, мы же сейчас, скорее всего, говорим про флеш-фарм героев, да, которые, ну, хотят качаться. Не контест-героев. У контест-героев немного другая механика, хотят контестить линии, забирать вражеский фарм там где-то, да. Я так, чисто базу навалю, просто бадис гейм. Ну, просто это все фармишь, пушишь линию, где-то динаешь, ну, в большинстве случаев ты пушишь линию, стакнул, зафармил это. Запотеть можно запулить здесь на 2 крипов, чтобы 2 крипа сдохло. Чел получит только 2 крипов. Ну, короче, как угодно можно сделать, как по кайфу. Так, в целом у тебя вот паттерн. Как бы пушишь линию и долбакаешь лесочек. Здесь я просто огромный, могу себе позволить такое делать. Зашел в гейт, убил героя. Ну, как убил героя? На забив пришел. А если по шмоткам говорить, что? То есть, например, в этой игре что мне надо? Ну, я хочу огним. Он мне ускоряет очень сильно фарм, он дает невероятно сильный буст ДПС в файте, ну и статы. То есть, как ни крути, это статы, это все равно сустейн небольшой. Ну и мне надо в этой игре будет БКБ.
Урджинант наш прекрасный делает билдмейл. Плюс Тибер пилит чистым уроном, да или через молнии играет все равно. Очень много урона, блокаешь БКБшкой. Ну и вонючий Фурион с этими шмотками, это вообще. В целом паттерн фарма какой? Обычно, ну, если не вот эта игра, да, где я пошел в топ-гейт, запушил линию, да, в большинстве случаев, и качаю вот это кемпы, вот эти два кемпа могу, если что, сагрить, тоже там покачать. Ну, это на гирокоптере, на алхимике тяжело здесь качать. А здесь на алхимике достаточно, ну, можно закачать с 4-м левелом тучки. И в целом ты качаешься вот в этом лесу, да, вот сайд джангл, где-то до минуты 13-14, в зависимости, опять же, что как. Например, если надо закачать стаки, ну, здесь 4 стака, да, закачал это, или там запушил линию, закачал это, дал ТП, зафармил с ГДС, ну, или с алхимиком, с радиком, да, закачал это все, и как бы по паттерн фарму возвращаешься в сайд джангл. То есть здесь, ну, вот, опять же, как вот здесь на гирокоптере, да, здесь, ну, простая игра, меня на линии никто не может прешерить, запушил линию, качает. Если, например, меня здесь могут убить, я могу сюда выйти под какого-то сапа, либо под смог своих тиммейтов, да, там мидер смогуется с 4-й или с 5-й. Я выхожу на линию, запушиваю 2 вейва, если что, убиваем героя, если они, например, не убивают, они заходят в гейт. А дальше, если, например, не могу контестить линию, я бадоню линию и качаю вот сайд джангл. То есть вот эти 4 кемпа, это все мое. Если надо, если чувствую прям, что, ну, враги могли вот такой вот смачок нажать, вот так вот побежать, да, на меня, какой-то сюда вард поставить или сюда. Ну, я вот сюда глубоко ухожу, да. Если меня здесь каким-то чудом находят, ну, шанс этого супер маленький. В целом можно в моменте вот эти кемпы тоже, да, задолбакать на алхимике, там, если стакнут. Ну, вот, наверное, вот здесь на алхимике, вот это или на гиро, ну, супер кайф качать. И опять же, ты это качаешь, всегда можно пойти на 3 закачать стаки. То есть идти прям качать вот это, not value. То есть если прям игра сложная, да, и твоим кором надо качать сайд, джангл, то да, можно подолбакать 3, но это, ну, 500, там сколько ГПМ будет, это очень мало, и это очень долго, не супер эффективно. Эффективно, когда стаки, закачал, если, например, вражеский тавр, например, ну, вот, да, представим ситуацию, снесли здесь тавр вот этот, что мы делаем? Закачали здесь, такие, поинг, тпшнулись, закачали здесь. Братишка на оффлайнере, давай-ка ты до побачення, да, давай, уйди уже, я хочу здесь качаться. И долбакаешь здесь линию, да, забираешь эту линию, забираешь этот кемп, и идешь долбакать 3. Но это, ну, вот, если забираешь линию, долбакаешь 3, то, ну, это много натворса. Ну, тебе должен смачок нажимать, либо какой-то прешер вставлять. В идеале все равно, да, вот самое сочное, Раз кемп, 2 кемп, 3 кемп, 4 кемп. Забрал линию, забрал этот кемп и вот этот круг фарма. Чун-чун-чун. Это очень много ГПМ на алхимиках, свенах. Но в большинстве играх тебе не позволят, да, вот так вот делать. Но если по тебя смог жмут или ты там хочешь запрешерить это, да, то это норм. То есть примерно на такой паттерн фарма. А какие еще шмотки собирать, да, там вопрос был. Ну, по шмоткам все зависит от игры. Да, вот в этой игре я сказал, да, мне нужен Аганим просто на этом герое слишком имба, делаешь БКБ, дальше после БКБ, ага, нужен урон, мне не хватает урона, делаешь Дейдалус, ага, у врагов тоже БКБ, куча урона появилась. БКБ, конечно, мне 6 секунд дает неуязвимости в моменте, но ХП заканчивается. Нужен сустейн, чтобы после БКБ я мог еще драться на забив. Беру сатаник, ну что-то из этого разряда. Ну и по паттернам фармам, да, я сказал уже. То есть вот эти кемпочки долбакаем, такого насколько фарма, да. Если можем выйти на линию, задолбакали, опушили линию по таурам, долбакаем. Снесли во вражеском сейфлейне Т1 тауэр, можем спокойно, да, с нашим оффлейнером свапнуться паттернами фармами и долбакать линию и наших эншей. Ну, и также можно спокойно, да, если суперсильные, задолбили линию, зайти сюда. Ну, это уже такое, мелочи жизни. Ну, в большинстве случаев ты где-то до 15-й минуты крутишься в боте, качаешься. Потом, когда если там смачок или какой-то тайминг появляется, ты сносишь вот эту вышку и если что, свапаешься. Ну, то есть, когда ты можешь свапаться, когда ты уже эффективно фармишь эншей. То есть ты там за секунд 40 профармил эншей, забрал 2 вейва, еще можешь это все успеть стакнуть, и так вот круг фарма. И у тебя много кача. А по этим билдам, по этим билдам, просто простой пример. Делаю Battle Fury, для чего? Ну, потому что у меня герой только так скелется. Молнии на этом герое говнище. Типа,
В целом есть герои, на которых молния норм, но на таких типажах героев, ну, без Battle невозможно играть. Например, если бы я был бы на тролле, да, в этой игре, то я бы, например, купил бы, ну, Battle Яшу БКБ. Потому что у нас есть, ну, Найтсталкер, который неплохой. Есть Найтсталкер, у которого нюки, сайленс, замедление, дизейбл есть в виде линии. То есть у нас лина в этой игре много магии может дать. Есть Сандер, который можно всегда нажать в тролля. В целом, быстрый БКБ на тролле здесь не очень. Но, ну, по факту, в этой игре можно без БКБ играть. Но сейчас все на фантомке берут брошку, поэтому без БКБ нельзя играть на тролле. Тебя просто ваншотит. И второе, тебе надо быстро МКБ. То есть какой ты хочешь билд на тролле сделать? Ты хочешь сделать, типа, БФ, Яшу. Яша для чего? Для разгона берется. Потом ты ее можешь либо в манту грейднуть, чтобы арчиды скидывать, либо линии сильнее пушить и больше фармить. Либо, например, дожить стан, задожить анимацию Сандера, там, да, ну, кортик задожить, ну, это так. Либо делаешь сию. Статус резист, лайфстил увеличенный. Но это ты потом говоришь. В этой игре ты на тролле просто БФ, Яша, БКБ. Тебе очень нужно МКБ, ты делаешь МКБ фантомку. И дальше ты уже смотришь как. Например, я вот в этой игре на фантомке, у меня здесь, ну, супер простой билд, супер простая игра. Че, БФ, БКБ, у врагов миллиард магии, Омник, который чистым уроном бьет. Просто берешь на фантомке БКБ, потом тебе нужен урон, то есть раньше ты делал дизоль, но у врагов Омник, у которого Guardian Angel, и у врагов тролль, у которого 30 армора на 20-й минуте. Я делал брошку, чтобы у меня был урон. Как бы все супер очевидно. То есть, опять же, фарм скелится, как фарм скелится. Если ты делаешь быструю манту, у тебя очень сильно скелится фарм. Ну, например, ты в файте не только сильный. Например, если ты на луне играешь. Манта, например, ДЛ, ну, с Драгонлэнсом ты можешь, да, уже где-то на забив сходить, на какой-то тауэр выйти. То есть Яша тебя очень сильно ускоряет твой фарм. Манта ты когда пускаешь на какой-то сайт, то есть это по макро очень удобно играть. Легче смог нажать, легче дилейть игру. И ты очень сильно ускоряешь свой фарм. То есть ПКД одной шмоткой скипаешь линию. И параллельно этому бьешь лес. Молния это просто тоже такой же переходной айтем. Ты как бы, у тебя урон есть магический, и атак спид сейчас есть. Ты также быстро можешь бить крипов, потом выйти в какой-нибудь глэпер, мельнир. По шмоткам, опять же, нет такого, что вот, мне надо купить там Яшу или что-то такое. Нет, ну в большинстве случаев что? Сводится всегда к мидгейм файту за Рошана. Что тебе нужно, чтобы на Рошане драться? Ну в большинстве случаев БКБ. Где-то хватает манты или пики там, да. Ну, все зависит от игры. Я здесь взял после брошки Башер, потому что я играю в Шторма, у нас ну, очень мало дизайблов, у нас по факту нормального дизайбла нету. Прокнет какой-то рандомный баш в БКБ, да, и чел сдохнет за крит. Потом выхожу в Аганим, чтобы у меня была всегда позиция, и чтобы я мог в файте просто найти нужный мне таргет, убить, если что, выйти инста. Ну и плюс Аганим я делаю под рапиру. То есть после Аганима я сделаю себе рапиру и буду ваншотать героя за башкой. Потом в лите, когда у меня уже есть Аганим, когда у меня уже есть все. То есть я уже Абисла себе купил, просто как, ну, дополнительный контроль будет. Просто беру себе дэмэдж в виде рапиры и все, типа, все супер просто, да. В Аганиме в люре стою и просто буду гаситься насмерть. Опять же, как я сказал, до этого все сходится обычно к мидгейму за Рошана, либо за деф того там Тауэра, выход в Торментора, то есть что тебе нужно. В нынешнем мете тебе надо много айтемов не иметь. Ты можешь себе купить какой-нибудь глейптер на Манки Кинге и идти насмерть забиваться. Ты можешь с молниями и коррозией пойти драться. Определенных каких-то слотов нету, но все сводится, да, например, на фантомке. БФ, БКБ, let's go забив. Рошан, let's go. Tower, let's go. Smoke, let's go. Из этого разряда. На каком-нибудь рейндж кэрри, да, там, например, ТБ. Парни, ща, мне манта, но мне манта не достаточно, мне нужны статы. Подождите, скади, и мы их снесем. 22 минута манта скати, там, или 20 минута. Let's go smoke, то есть в большинстве случаев 2 слота достаточно, но на активных героев типа Омника, там, Шард, Сабля, let's go забив. То есть сейчас можно хоть с одним слотом драться, хоть с молнией, хоть с Battle. Ну, с Battle ты не хочешь драться, но ты можешь последним прилететь в файт. Ориентировочно достаточно, да, в мидгейме 2 слотов. То есть DL манта, Пика манта, БФ БКБ, Майл БКБ, Мельнир БКБ, Главнир БКБ, что угодно, чтобы просто не сдохнуть в файте как рак и дать импакт. В целом, паттерн файта кэрри какой обычно? В большинстве случаев кэрри не должен первый начинать.
Потому что если ты в начале файта жмешь БКБ, значит ты, скорее всего, сдохнешь на кэрри. Если сложно играет, это норм, но в большинстве случаев зачем? Пусть какой-то герой с блинком, да, начнет файт, и ты как бы нажмешь свои кнопки, сделаешь киллы, выживешь, и ты в шоколаде, ты Гуччи. То есть какие-то таргеты, да, то есть ты смотришь, какие у тебя таргеты есть, и ты их в целом атакуешь. Ну, например, тебе надо убить взорвать вражеского кэрри, да, за БКБ. Ты убиваешь вражеского кэрри или там какого-то кора, и у тебя изи файт. Или, например, ты понимаешь, что если ты, например, не убьешь Сэмку в файте, да, и плюс какого-то, например, Shadow Demon, который может сейвить за БКБ, то даже если ты нажмешь все кнопки вражеского кэрри и убьешь его, тебя эти суппорты после БКБ раскатят и убьют. И, соответственно, ты на кэрри хочешь что делать в файте? Убить этих суппортов за БКБ, да, например. Так, ну давайте такие как бы... Не сказал прям, что супер фишки, но в целом пойдет. Так, первая фишка. Если, например, у тебя забагался курьер, ну, не знаю, багается ли сейчас курьер, но до этого у меня он часто багался. И были проблемы, что я не мог доставить из-за этого шмотки. То есть он просто забагывался, шмотка вот так вот просто висела в курьере. И я не мог никак не мог себе отправить эту шмотку. Она была в курьере. Чтобы курьер забагался, чтобы можно было все шмотки отправлять, ты просто вот сюда его отправляешь, да, вот в это говно. Он потом возвращается, и все, у тебя курьер может забирать шмотки, да, и ты можешь себе привозить шмотки, все нормально. Это такая, ну, это как бы баг, фишка, как угодно можно назвать. Вторая фишка, например, ты застрял, ну, нажали вакуум, да, и ты застрял вот здесь на клифе. У тебя нету ТП, тебя, не знаю, сбили ТП, и тебя все, ты АФК стоишь. Во время файта даже, ну, это не кринж, потому что ты, скорее всего, будет игнорить. Ты можешь себе принести 3 ветки, то есть достаточно 3 веток. Ты упираешься до конца клифа и ставишь под себя ветки. И с 3 веток ты 100% выходишь. То есть достаточно 3 веток, ты всегда выйдешь с клифа. То есть это на заметку Артизи, да. То есть где-то достаточно 2 веток, да, в зависимости от спота и в зависимости, как ты поставишь. Короче, можешь просто на свою модельку нажимать. То есть вот у тебя ветка, и ты просто жмешь вот на свою иконку. Главное не под себя, кстати, как я здесь делал, да, а просто вот. Ты упираешься в упор и на свою иконку нажимаешь. Раз, два, все. Такая вот фишка. Ну и что еще какие-то фишки можно? Ну, дизраптор или... ну, наверное, дизраптор Сларк это прям база, но все равно это достаточно... Да, редко это все равно делают. То есть чел жмет на тебя паунс, и ты типа под себя жмешь, да, и вылазишь. Такая вот фишка. С дизраптором, вот он жмет на тебя кинетик, упираешься в упор и выходишь. Не всегда это может получиться, да, но в целом, опять же, где-то может повести, где-то у тебя чуть лучше будет стрейф, и ты это сделаешь. Есть еще одна фишка, но это как бы дефолт, но его не все делают. То есть с диском, да. Типа, ты можешь разобрать диск, ну, вот у тебя разобранный. На тебя враг нападает, вот он тебя бьет, ты такой, умираю, и жмешь, когда надо, и вот он такой прок, и ты такой, ура, я выживаю, да. И альтернативный вариант, например, вот у тебя есть диск, и ты понимаешь, что, ну, чтобы тебя, не знаю, ульт Фуриона там не сбил или ульт Дивса Фришна. Ты понимаешь, что они тебя сейчас никак не могут, ты просто вот так вот делаешь, все, типа, да, пофиг. Потом, если что, нападают, перекладываешь в моменте, и все, типа, чики-бомбони. И потом у тебя откадешивается диск, как бы, ну, если тебе надо, он прокает. Например, ну, даже вот, опять же, это прям тяжело, такое редко ты забудешь, но вот опять же, да, вот у тебя как бы диск, бесконечная мана. Чел жмет гриб, перекладываешь, и там, да, возможно, у тебя успеет откадешиться, и ты выживешь, и прокнет твой диск. И, наверное, фишка с рапирой. Ну, например, ты понимаешь, сейчас сдохнуть, и не хочешь, чтобы из тебя выбили рапиру фришно. Ты можешь просто ее вот так вот оставить. Не знаю, ну, например, у тебя есть еще там какой-то есть слот, не знаю, который ты выложил вместо рапиры, если не продал, да, там, дизоль, какое-то говно. Ты идешь драться, дерешься, например, убиваешь чела или дохнешь, байбекаешь, берешь эту рапиру, и когда у челов нету БКБшек, ты идешь уже с рапирой играть, типа такого. Ну, последнее, прям ультра последнее, наверное, самое такое, не фишка, а самое приятное, да, это когда, например, ты на милишнике играешь с милиром манты. Ты нажимаешь манту и нажимаешь милинир. У тебя даже если там иллюзия мусор,
Они с той стара слушают любой вайб. Вот. Ну что, ребят, в целом мини-гайд на Кэрри подошел к концу. Тот, кто досмотрел до конца мой мини-гайд, пишите в комментарии, ставьте лайки, пишите, что вам понравилось, какие для себя вы фишки новые нашли. Пишите, может, что вам не понравилось, если есть такие люди. Может, какие-то базовые вещи я не сказал, их также можно писать в комментариях. Я все это обязательно прочту и учту в следующих видеороликах, чтобы сделать более качественный контент. Поэтому, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, следите за нами, будем показывать результаты.